Водолеи, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на апрель 2025 года. Спасибо за просмотр и за комментарии. Я все читаю, на каждый комментарий отвечаю. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить астрологические прогнозы на каждый месяц. Очень важно, смотрите прогноз не только по знаку Солнца, но и по асценденту и Луне. Часто именно асцендент дает 70-80% совпадений по реальным событиям, особенно если они касаются отношений, переездов, смены работы или важных решений. У меня Солнце в Скорпионе, асцендент и Луна в Водолее, и в жизни именно прогнозы на Водолее у меня проигрываются чаще всего, особенно если это какие-то большие события в жизни. Поэтому включайте интуицию, слушайте гороскопы на все 3 знака, они могут дополнять друг друга или переплетаться. У кого-то Луна, Солнце и асцендент могут быть в одном знаке, у кого-то Луна и Солнце в одном знаке. Если вы не знаете свой асцендент, пишите в комментариях, я для вас бесплатно его рассчитаю. Пишите точное время рождения, место рождения и дату рождения. Итак, апрель 2025 года для вас, Водолеи, станет месяцем финансовых разворотов, внутренних сдвигов и пересмотра устойчивости, как в деньгах, так и в жизни в целом. Сразу 2 планеты, Меркурий и Венера, будут разворачиваться в вашем 2-м доме в прямое движение. 2-й дом, который отвечает за доходы, ценности и ощущение «я достойна» или «достоин». Это время, когда многое может встать на паузу, чтобы вы лучше увидели, что вам важно, где текут ваши ресурсы и как на самом деле вы относитесь к себе. Полнолуние в Весах поднимает тему поездок, виз, образования и расширения горизонтов. Вы можете получить весточку издалека или завершить юридический или иммиграционный вопрос. А новолуние в Тельце под конец месяца запускает важные перемены, связанные с домом, жильем, вопросами семьи и ощущением безопасности. Марс сменит знак и включит активность в теме дома, быта и внутренней опоры. Возможно, вы почувствуете, что пора разгрести завалы, перестроить личное пространство или впрячься в семейные дела. Весь месяц будет пронизан ощущением, что пора наконец определиться, что для вас самое главное и в кошельке, и в душе. До 7 апреля Меркурий движется в ретроградном движении по знаку Рыб. И для вас, Водолеи, это 2-й дом. 2-й дом в этом месяце будет играть очень важную роль. Он отвечает за деньги, личные доходы, покупки, ресурсы, самооценку, голос, а также то, насколько вы чувствуете опору в жизни, материальную или внутреннюю. В эти дни вы можете вернуться к старым финансовым темам. Это может быть пересмотр бюджета, возврат к прошлым подработкам, переделка финансовых документов или разговоры о зарплате, которые вы уже когда-то поднимали. Возможно, кто-то из вас получит оплату за давнюю работу или найдет деньги, о которых уже и не вспоминал. Возможно, получите предложение снова заработать на том, что уже когда-то приносило вам доход. Также это период, когда в деньгах может быть путаница, случайные траты, возвраты, списания, ошибки в суммах или зависшие переводы. Лучше все перепроверять, особенно покупки через интернет, оплату подписок или аренду. Сохраняйте чеки, если вы покупаете что-то дорогостоящее. Лучше, пока Венера и Меркурий ретроградные, этого не делать. Покупки в это время могут оказаться неудачными, вещь может не подойти, быстро выйти из строя или разонравиться. Поэтому не спешите с тратами, особенно крупными, либо сохраняйте все чеки, чтобы можно было потом вернуть. У тех, кто работает, это может быть время, когда появятся старые клиенты, предложение вернуться к прежней должности или проекту, или же вы просто пересматриваете, сколько вы зарабатываете и насколько ваш труд оценивается. У тех, кто не работает, это шанс подумать, как можно снова начать зарабатывать. Может вернуться идея, которую вы раньше не реализовывали. Самое время ее пересмотреть. Также возможен возврат к хобби, которое раньше приносило небольшой доход. Если у вас есть дети, траты на них могут вернуться в каком-то повторяющемся виде. К примеру, вы покупаете то же самое, что и раньше, или оплачиваете те же секции. У родителей также может быть вопрос, как лучше распределять семейный бюджет, особенно если раньше эта тема вызывала напряжение. Если вы в отношениях, могут снова всплыть разговоры про деньги в паре. Кто сколько тратит, кто за что отвечает, где перераспределить нагрузку. У кого-то это может быть период обсуждения совместных трат, а у кого-то даже конфликты из-за финансовых недопониманий. Если вы не в отношениях, может появиться чувство, что вы много отдаете, но мало получаете в ответ. Это не касается только денег, это касается энергии в целом. Это момент, когда вы начнете яснее видеть, что для вас по-настоящему ценно и на что вы больше не готовы тратить свой ресурс.
ресурс. Этот период хорош для ревизии, пересчитать, что вы имеете, чем владеете, на что вы тратите деньги и энергию, и что из этого действительно нужно. Возможно, вы поймете, что какие-то траты – это просто привычка, а не реальная потребность. 3 апреля Венера соединяется с северным кармическим узлом в знаке Рыб. Для вас, Водолей, это происходит во 2-м доме, в зоне денег, личных ресурсов, самооценки и ценностей. Это соединение может стать ключевой точкой месяца. Оно способно показать вам, где ваш настоящий путь в сфере финансов и внутренней опоры. Может прийти осознание, чем вы хотите зарабатывать, на что действительно стоит тратить свои силы и деньги, и что для вас ценно на самом деле, не по привычке, а по ощущению души. У кого-то может прийти важное предложение, связанное с доходом, с творчеством, с красотой или заботой. И даже если сначала оно покажется мелким или странным, не спешите отказываться, потому что через такие события часто открываются новые линии судьбы и возможности. Также это соединение может заставить вас задуматься, как вы распоряжаетесь деньгами, на что вы их тратите. В принципе, вся энергия месяца может вам подсказывать, что вам на это нужно обратить внимание, насколько это соответствует вашим настоящим желаниям. У кого-то начнется путь к более осознанному обращению с ресурсами, а кто-то впервые честно признается себе, что давно живет не своими ценностями. Это хороший момент, чтобы отпустить привычки, которые тянут вас вниз. К примеру, бесконтрольные траты, жизнь на автомате или заниженная самооценка. Все, что вы сейчас почувствуете в этой теме, не случайно. Именно в этом направлении судьба будет вести вас в ближайшие 1,5 года. 5 апреля Марс из знака Рака образует гармоничный аспект к Сатурну в Рыбах. И для вас, Водолеи, это аспект, затрагивающий ваш 2-й и 6-й дом. Опять же, 2-й дом про деньги, самооценку и материальную стабильность. 6-й дом – это работа, режим здоровья, повседневные обязанности, рутина, график и служение. Этот аспект дает вам шанс выстроить более устойчивую финансовую систему за счет практических усилий, регулярной занятости и дисциплины. Он буквально подталкивает вас к действию. Возможно, вы наконец решитесь взять на себя какую-то нагрузку, которую раньше откладывали, или почувствуете прилив мотивации наладить режим, чтобы зарабатывать больше и чувствовать себя увереннее. Если вы работаете, это отличное время, чтобы заняться проектом, который требует выносливости, терпения и практического подхода. Это может быть день, когда вы структурируете хаос, наведете порядок в задачах, бухгалтерии и делах по дому. Если вы не работаете, может появиться энергия на то, чтобы навести порядок в рутине, в здоровье или даже вернуться к старому делу, которое раньше приносило доход. Также это хороший день, чтобы заняться физическим телом. Марс в 6-м доме активирует тему заботы о себе, а Сатурн дает возможность сделать это последовательно и с дисциплиной. Финансово это может быть день, когда вы увидите результат от своей устойчивости или прошлого труда, пусть даже он будет маленький. Или наоборот поймете, что пора навести порядок в делах, потому что именно от этого зависит стабильность. Этот аспект дает вам шанс вложиться в себя и получить ощутимый результат. Важно действовать не в спешке, а с четким пониманием, что вам нужно, зачем вы это делаете и какой результат хотите видеть через месяц или полгода. 7 апреля Венера соединяется с Сатурном в знаке Рыб. Для вас, Водолей, это тот же 2-й дом. Это зона личных доходов, материальной стабильности, самооценки и ценностей. Это соединение одно из самых серьезных в апреле, потому что Венера, планета комфорта, желаний, денег, удовольствий, встречается с Сатурном, символом структуры, дисциплины, ограничений и зрелости. Это может стать точкой осознания, что для вас действительно важно, на что вы готовы тратить деньги, энергию и внимание, а что пора исключить из своей жизни. День может принести жесткое, но честное ощущение, что что-то не радует, не приносит отдачи, не поддерживает и требует пересмотра. Могут появиться ограничения в тратах или необходимость вложиться во что-то важное, например, на учебу, здоровье или дом. У кого-то пересмотр финансового режима. Может быть ощущение, что вы стали строже к себе, жестче к своим желаниям. Это неплохо, это о взрослении, о внутреннем «я беру ответственность за то, что мне важно». Также возможно, что вы посмотрите на свои отношения с деньгами под другим углом. Кто-то осознает, что не позволяет себе радости, потому что боится потратить, а кто-то, что пора наконец-то начать ценить свои усилия и перестать соглашаться на меньшее. В личной жизни это может быть момент, когда захочется ясности, кто вы друг другу,
кто что дает и сколько стоит ваше участие. Может быть меньше легкости, но больше глубины и ответственности. Это хороший день для того, чтобы принять взрослые решения. Пусть они и не будут моментально радостными, зато дадут ощущение контроля, честности и внутренней опоры. Все, что вы решите в эти дни, останется с вами надолго. В этот же день, 7 апреля, наконец-то Меркурий разворачивается в прямое движение в вашем втором доме. В доме, связанном с деньгами, личными ресурсами, самооценкой, а также с тем, как вы распоряжаетесь своими силами, временем и вниманием, то есть ресурсами. До этого момента вы могли чувствовать путаницу в финансовых делах, задержки в оплатах, неуверенность в решениях, связанных с покупками или заработком, могли всплывать старые траты, долги, незакрытые счета, или возникало ощущение, что вы не до конца понимаете, сколько зарабатываете, куда все уходит и как дальше выстраивать материальную стабильность. Могли быть сомнения в ценности вашей работы, ваших навыков или вообще в собственной уверенности. Разворот Меркурия в прямое движение принесет с собой прояснение. Вы начнете видеть свои финансы и ресурсы яснее, сможете четче принимать решения, подписывать документы, обсуждать оплату, оформлять банковские моменты. Хорошее время, чтобы вернуться к диалогам, которые были отложены. К примеру, по поводу условий работы, оплаты или контрактов. Также это момент, когда вы можете наконец-то понять, куда хотите направить свои усилия, чтобы стабилизировать материальную сторону жизни. Возвращается ментальная ясность, особенно в вопросах, что я умею, за что мне платят и чего я стою. После периода сомнений приходит внутренняя четкость, вы понимаете, в каком направлении двигаться, чтобы не просто выжить, а строить более надежную основу. Это разворот, который помогает вам чувствовать, что вы снова управляете ситуацией. 8 апреля Марс, находясь в знаке Рака, образует гармоничный аспект с северным узлом в знаке Рыб. И для вас, водолеи, это аспект, который соединяет темы 6 и 2 дома. 6 дом – это работа, здоровье, повседневные дела, обязанности, забота о теле и порядке. 2 дом – это деньги, самооценка, личные ресурсы и ощущение внутренней устойчивости. Этот аспект словно дает вам зеленый свет. Делай, и будет результат. Все, что связано с усилиями, направлениями на улучшение быта, режима, финансов или заботу о себе, сейчас может дать мощный толчок вперед. Вы можете почувствовать прилив мотивации действовать, разобрать завалы, улучшить рабочие процессы, навести порядок в финансах, в питании, в документах, в режиме. Появится внутренняя решимость, особенно если вы давно чувствовали, что пора навести в жизни порядок, но все время не доходили руки. Также это очень продуктивный день для тех, кто ищет работу, думает о смене деятельности или хочет монетизировать повседневные навыки. Все, что вы делаете в этот день с намерением создать стабильность, может запустить долгосрочные положительные перемены. У кого-то может быть вдохновение пересмотреть рабочий график, режим сна, питания или даже внедрить в повседневную жизнь какую-то полезную привычку, которая потом принесет не только ощущение контроля, но и реальную финансовую выгоду. Этот аспект работает не через вспышки и эмоции, а через простые конкретные действия, которые вы делаете изо дня в день. И чем честнее вы подойдете к своей дисциплине, тем сильнее будет эффект. 13 апреля происходит полнолуние в знаке Весов. Для вас, водолеи, оно находится в гармоничном положении, потому что знак Весы также воздушный. Это создает поддерживающую энергетику для вас. Полнолуние попадает в ваш 9 дом, дом за границей, путешествий, обучения, виз, расширения горизонтов, мировоззрения, юридических и иммиграционных вопросов. Это может стать кульминацией какого-то дела, связанного с визами, образованием, документами на выезд, обучающими курсами или сдачей экзаменов. Кто-то из вас может завершить оформление бумаг, получить долгожданные ответы из-за границы, закрыть курс или наоборот, решитесь на то, чтобы начать новое обучение, пройти собеседование или решитесь на переезд. Также 9 дом – это дом мышления, и в дни вокруг полнолуния у вас может произойти важное внутреннее прозрение. Вы начнете по-другому смотреть на ситуацию, сформируется новый взгляд, который станет точкой опоры. У кого-то это может быть духовный сдвиг, ощущение, что вы выросли и вышли за рамки прежнего восприятия. Возможны важные разговоры с наставниками, учителями или появление человека, который вдохновит вас мыслить шире. Если вы в эмиграции, может решиться вопрос, который долго тянулся.
Если вы дома и в рутине, может появиться желание вырваться, выйти за границы привычного, уехать путешествовать или поменять среду. Если вы работаете, может завершиться проект, связанный с международной сферой, публикациями или обучением. В отношениях может быть разговор о будущем, планах, переездах или совместных взглядах на жизнь. Это полнолуние как точка озарения. Вы понимаете, куда хотите двигаться дальше. Не только буквально, но и внутренне. 13 апреля в этот же день Венера разворачивается в прямое движение в вашем втором доме денег. Последние недели, пока Венера была ретроградной, могли сопровождаться финансовой неуверенности, задержки в оплатах, сомнения в своих желаниях и ощущение, что вы не получаете удовольствия от того, что раньше радовало. Могли возвращаться старые траты, неоплаченные счета, откладывались покупки, а также поднимались внутренние вопросы о том, чего вы достойны, за что вы получаете деньги и что для вас на самом деле ценно. Разворот Венеры в прямое движение символизирует момент прояснения. Вы начнете чувствовать, что возвращается ощущение вкуса к жизни, что легче принимать решения, связанные с покупками, деньгами, ресурсами, красотой. Это хорошее время, чтобы оформлять финансовые договоренности, завершать то, что было отложено, или наоборот, начинать новые проекты, особенно если они связаны с красотой, комфортом, дизайном, уютом, эстетикой, искусством или заботой о теле и удовольствии. Для кого-то это может быть момент, когда приходит реальное чувство: я стою больше, я готова поднять цену, я больше не готова соглашаться на меньшее. Также Венера может вернуть ощущение уверенности в себе и желание радовать себя. В отношениях это может быть точка выхода из внутреннего или внешнего напряжения, особенно если раньше были какие-то недопонимания в финансовой теме или ощущение «я не получаю достаточно». В целом это важный день, когда начинается раскрываться внутренняя устойчивость, и вы чувствуете, что возвращаете себе контроль над материальной стороной жизни. 14 апреля происходит важное соединение Сатурна с северным кармическим узлом в знаке Рыб в вашем втором доме. Снова акцент на второй дом. Это соединение происходит раз в 18-19 лет и задает вам долгосрочный вектор развития. Вы словно сталкиваетесь с точкой ответственности за свою ценность, за свой доход и за то, как вы распоряжаетесь своими ресурсами. Это момент, когда Вселенная как будто задает вопрос: на что ты готова опереться в себе, чтобы построить прочный фундамент в будущем. Сатурн требует зрелости, дисциплины и усилий, а северный узел показывает, куда вам предстоит двигаться, даже если это непривычно и некомфортно. Кто-то из вас может почувствовать сильную необходимость взять под контроль свои финансы, выстроить структуру доходов, научиться копить, инвестировать или просто перестать жить в разбалансированном режиме то густо, то пусто. Для кого-то это может быть осознание: я слишком долго соглашалась на меньшее или соглашался, пора поднять планку. Или наоборот, я трачу бездумно, не умея выстраивать устойчивую систему. Это день, когда важно быть предельно честными с собой, в чем вы реально сильны, что умеете, на чем можно выстроить надежную опору и финансово, и внутренне. Также этот аспект может принести важные предложения или обстоятельства, которые заставят вас принять зрелое решение, связанное с деньгами, имуществом или профессиональной реализацией. Возможно, вы поймете, в каком направлении стоит строить карьеру, бизнес или личную стратегию, чтобы выйти на новый уровень. Пусть не быстро, но стабильно. Все, что происходит в эти дни, не случайно. Это настройка на долгую дистанцию, на прочность и на взросление. И именно в сфере ваших реальных ресурсов начинается важный и глубокий рост. 16 апреля Меркурий выходит из знака Рыбы и входит в знак Овна. И для вас, Водолеи, он переходит в третий дом. Меркурий пробудет в Овне до 2 мая 2025 года. Это очень активный и подвижный период, когда ваша умственная энергия резко возрастает, мысли становятся быстрее, речь смелее, а желание общаться, писать, ездить и узнавать гораздо сильнее. Третий дом отвечает за общение, обучение, короткие поездки, документы, переписку, социальные связи, соседей, братьев, сестер и в целом за рутину, которая требует быстрой реакции. Меркурий в Овне в этом доме может дать вам прилив идей, желание что-то срочно кому-то сказать, оформить, отправить, изучить или продвигать. Это хорошее время для запуска реклам, рассылок, написания текстов, начала курсов, поездок по делам или оформления бумаг.
18 апреля Марс переходит в знак Льва и будет двигаться по нему до 1 июня. Для вас, Водолеи, это важное событие, потому что Марс переходит в ваш 7-й дом. Дом партнерства, брака, отношений с другими людьми, открытых противостояний и союзов. Это может стать периодом активации в теме «я» и «другой человек». Будет больше страсти, инициативы, но также и больше напряжения в любовных взаимодействиях один на один. Марс в 7-м доме — это как прожектор на отношения. У тех, кто в паре, могут обостриться скрытые конфликты, на поверхность могут выйти темы, которые раньше замалчивались. Это не обязательно плохо. Марс дает энергию, чтобы наконец обсудить и прояснить. Но важно не нападать, а говорить открыто, без агрессии. У тех, кто одинок, может появиться желание активно искать партнера или даже завязывается новое страстное знакомство. Притяжение в этот период усиливается, но вместе с ним растет и конкуренция, и внутреннее напряжение. Хочется быть замеченным, услышанным и признанным. Этот период очень хорош для того, чтобы честно пересмотреть любые отношения в вашей жизни, любовные, дружеские или рабочие, где вас поддерживают, а где наоборот идет борьба, и как вы сами себя проявляете, защищаетесь или нападаете и ищете баланс. Все, что касается «я» и «другой человек», выходит на первый план. Важно использовать энергию Марса конструктивно, не для разрушения, а для прояснения, очищения и движения вперед. 20 апреля происходит новолуние в знаке Телец, и для вас, Водолеи, оно попадает в 4-й дом. Дом семьи, дома внутренней опоры, место жительства, рода и всего, что связано с ощущением, где я и с кем я чувствую себя в безопасности. Это новолуние запускает новый цикл, связанный с темой жилья, переездов, бытовых условий, отношений с родителями или тем, как вы хотите обустроить свое пространство, и физическое, и эмоциональное. Это может быть начало переезда, ремонта, оформления аренды, покупки недвижимости, поиска жилья или планирования перемен в семейной жизни. У кого-то это может быть решение съехаться или наоборот разъехаться. Также это новолуние может подтолкнуть вас к разговору с близкими, особенно с родителями, о границах, об ответственности, помощи или личном комфорте. Если вы живете далеко от родных, может появиться тема возвращения, поддержки или семейные обстоятельства. 21 апреля Марс в знаке Льва образует напряженную оппозицию с Солнцем, который находится в знаке Тельца. Для вас, Водолей, это аспект между вашим 4-м домом, темой дома, семьи, места проживания, внутренней опоры и комфорта, и 7-м домом, который отвечает за партнерские отношения, важные союзы, договоренности, а также за открытых оппонентов. В этот день вы можете почувствовать сильное внутреннее напряжение, связанное с тем, что ваши личные границы, привычки, потребность в покое или поддержке сталкиваются с внешним давлением со стороны партнера, семьи или даже клиентов, если вы работаете с людьми. Марс в 7-м доме усиливает темперамент в отношениях. Вы можете стать более резкой, вспыльчивой, нетерпеливой в общении с партнером, особенно если уже давно копилось напряжение. А Солнце в 4-м доме говорит о том, что вам хочется уюта, покоя, стабильности, чтобы дома было спокойно и надежно. Конфликт может быть буквально бытовым. Кто-то вторгается в ваше личное пространство, нарушает режим или требует слишком много. Возможно, наоборот, вы сами вынуждены вмешиваться в чужие дела, и это вызывает раздражение. Важно не срываться в агрессию и не пытаться решить все на силе. Этот аспект дает энергию, но требует осознанности. Постарайтесь в этот день не навязывать свое мнение и не соглашаться на то, что вас внутренне раздражает. Ищите баланс между личным покоем и уважением к партнеру. 22 апреля Венера в Овне образует оппозицию к Лилит. И для вас, Водолеи, это напряженный аспект между 3-м и 9-м домом. Темой общения, обучения, поездок и темой мировоззрения, убеждений, путешествий, юридических дел или иммиграционных вопросов. В этот день могут возникнуть острые разговоры, споры на фоне разницы взглядов, обострения с родственниками, особенно на тему морали, свободы или личных границ. Возможны конфликты при поездках, сложности с оформлением документов, нервозность в переписках. Также это день, когда не стоит принимать эмоциональные решения, особенно в делах, где задействованы деньги, чувства или статус. Лучше переждать, на следующий день напряжение начнет спадать. 23 апреля Солнце в Тельце формирует напряженный аспект с Плутоном в Водолее. Это может спровоцировать внутренний конфликт между желанием стабильности и необходимостью личных перемен. Для вас, Водолей, это день, когда может возникнуть давление со стороны семьи, обстоятельств дома или прошлых установок. Возникает ощущение «я хочу по-новому, но меня держит старое». Может быть эмоциональное напряжение, особенно если вы не даете себе права менять свою жизнь так, как хочется именно вам.
Лучше избегать борьбы за контроль и не подавляйте свои желания. Это важный момент для внутреннего перерождения. Далее, новолуние в Тельце происходит 29 апреля в вашем 4-м доме. Зона, отвечающая за дом, семью, род, место жительства, стабильность, корни и внутреннее чувство безопасности. Это время, когда может запуститься новый цикл, связанный с жильем, переездом, отношениями с родителями, обустройством пространства или укреплением личных границ. Кто-то из вас может задуматься о переезде, ремонте, покупке или аренде жилья или официальных вопросах, связанных с домом. У других обострятся внутренние запросы: где мне спокойно, кто мои люди, в каком месте я чувствую себя по-настоящему дома. Это новолуние подталкивает к тому, чтобы укрепиться и внутренне, и снаружи. Оно может принести возможность создать более прочную основу в личной жизни. Кто-то решит съехаться с партнером, кто-то уехать, кто-то восстановить отношения с близкими. Все, что закладывается в этот день, будет расти медленно, но прочно, особенно если вы опираетесь на реальные желания, а не на чужие ожидания. Кто-то может начать ремонт, перестановку, захочется сделать свое пространство более комфортным и своим. Может стать вопрос аренды, покупки, продажи, смены адреса или обсуждения этого с родными. У кого-то напряженные отношения с родителями, возможен разговор возвращения к старой теме или попытка договориться и наладить контакт. У тех, кто живет далеко от семьи, может появиться сильное внутреннее желание быть ближе физически или эмоционально. У кого есть своя семья, фокус смещается на быт, безопасность, совместные цели, могут начаться разговоры о том, как сделать жизнь комфортнее. Одинокие люди могут почувствовать, что хочется гнезда, покоя, стабильности, и это станет внутренней мотивацией к поиску опоры. Также может быть желание углубиться в род, изучать свои корни, восстановить отношения с родственниками, переосмыслить семейные сценарии. На эмоциональном уровне это новолуние может дать внутреннее желание замедлиться, побыть дома, почувствовать «я хочу быть там, где мне спокойно». Также оно может принести возможность начать строить личную опору. Вы начнете лучше чувствовать, что вам нужно, чтобы было спокойно внутри. Все, что запускается в дни новолуния с 28 по 30 апреля примерно, особенно если это касается дома, семьи, эмоционального фундамента, все это будет развиваться в течение мая. Это новолуние словно дает семечко, которое нужно посадить. И если вы опираетесь на искреннее желание, результат обязательно прорастет. 30 апреля Плутон формирует напряженный квадрат с Лилит, поэтому в этот день лучше не спорить, не выяснять отношения и особенно не принимать решения в состоянии раздражения. Также важно следить за информационным фоном. Возможны фейки, недосказанность, манипуляции, в том числе со стороны медиа или близкого круга. Возможны резкие сбои в поездках, конфликты на дороге или в общении при передвижении. Сильная сторона этого аспекта – возможность осознать, где вы теряете голос, где не умеете отстаивать себя спокойно, где боитесь говорить открыто. День болезненный, но важный. Он показывает, где ваше слово имеет силу, а где вы реагируете неосознанно. Это шанс увидеть свои ошибки и шаблоны в общении и начать меняться. Апрель станет для вас поворотным моментом, когда многое встанет на свои места. Что вы готовы терпеть, а где пора сказать «хватит». Вас будут проверять на то, насколько вы уважаете себя, умеете отстаивать личные границы и понимаете, что действительно важно. Внутренне может тянуть на спокойствие, стабильность, тишину, но снаружи масса общения, споров, требований людей, которые хотят вашего внимания, вашей энергии и времени. Не торопитесь, делайте выбор не на эмоциях, а из внутренней зрелости. Освобождайтесь от всего, что размывает границы, от ненужных разговоров, лишних трат, сомнительных договоров, давления извне. Уважайте свой ресурс. Все, что вы закладываете сейчас в деньги, в отношения, в вопросах дома и внутреннего комфорта, станет вашей точкой опоры на ближайшие месяцы. И главное, не бойтесь меняться. Весь апрель будет подталкивать вас к честности с собой. И если вы эту честность примете, вы начнете выстраивать жизнь, в которой по-настоящему есть вы. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить важные астрологические события и прогнозы на каждый месяц. Удачного вам апреля!